Здравствуйте, стрельцы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на первую половину месяца апреля. Давайте посмотрим, что же вас ожидает, какие вам карты сегодня выпадут в этот период времени с 1 по 15 апреля. Что интересного у вас произойдет и к чему вам нужно быть, соответственно, готовыми в этот отрезок времени. Я напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, если вам видео нравится, также оставить сообщение или лайк. Буду очень признательна за такую вашу активность на моем YouTube канале. Постараюсь вам на ваши сообщения ответить. Итак, давайте посмотрим, что же ожидает вас в этот отрезок времени, в этот период, соответственно, наших стрельцов. Первая карта, которая у вас выпадает, четверка жезлов. Замечательная карта, показывающая семью и стабильность, показывающая дом, в целом сообщество для вас важное и важность связи вашей с вашим окружением, с вашими друзьями, близкими, родственниками. Может быть, вы что-то будете праздновать, да, потому что это возможность собраться вместе. Это возможность здесь для вас проводить больше времени вместе, в конце концов. Восьмерка жезлов, а здесь очень много такой скорости и быстрого движения, очень много огня, очень много внезапного прилива энергии и энтузиазма, который у вас может быть, соответственно, по восьмерке жезлов. Очень много общения, очень много сообщений, звонков. Очень много по восьмерке жезлов каких-то событий, прогресса, да, позитивных изменений в вашей семье. Верховная жрица вместе с восьмеркой жезлов показывает также интуицию, следование своему какому-то чутью в принятии решений, в частности, в принятии решения действовать здесь и сейчас незамедлительно. Здесь вы готовы по верховной жрице прислушиваться к себе и выбирать наиболее оптимальный путь для вас подходящий, то есть меняться, адаптироваться в той ситуации, в которой вы находитесь, но и при этом поступать мудро, благоразумно, следуя не только интуиции, но и здравому смыслу, в конце концов, по этой карте. События, да, будут развиваться довольно быстро для вас, и даже если вы будете испытывать определенную растерянность из-за того, что все настолько динамично, вам нужно будет прислушиваться к своему внутреннему голосу, и тогда вы все будете правильно делать и правильные решения, соответственно, принимать. Следующая у вас еще одна карта старшего аркана — это влюбленные, да, это карта взаимоотношений, союза, крепкого союза, который вы хотите выстраивать, и в целом для вас отношения будут иметь очень важное значение здесь. И решение, которое вы принимаете, оно будет влиять, соответственно, это решение на вашу семью или на вашего партнера, с кем вы находитесь в отношениях. То есть вы понимаете, что любое решение, которое вы здесь принимаете, оно влияет на вашу вторую половинку, допустим, там, или на ваши какие-то кармические отношения, то есть на тех людей, которые близки вам здесь в этот период времени. Карта влюбленная. Ну и в целом вы стараетесь здесь какие-то хорошие, прочные отношения выстраивать, эти взаимоотношения доверительные, выстраивать с близкими для вас. Может быть, делитесь какой-то своей информацией или тем, что у вас на душе по верховной жрице, то, что было скрыто или что вы не рассказывали, тоже возможно и так. Тут же еще и паж кубков. Также, возможно, вы здесь паж кубков — мир. Кстати, может быть, поездка, путешествие по миру, начало нового пути, новой главы, нового цикла, когда вы куда-то едете, потому что один этап завершается, и вы начинаете новый этап, новый период. Здесь также по пажу кубков может быть какое-то изменение в ваших отношениях, не знаю, предложение руки и сердца, допустим, переезд там к вашему возлюбленному или возлюбленной, то есть съехаться вместе, к примеру, да, жить вместе. То есть тоже завершается один этап, начинается новый, когда вот вы принимаете такое совместное решение. Это может быть прямо очень быстро. То есть вот вчера об этом не думали, сегодня уже решили, уже завтра съехались. Вот что-то такое здесь может происходить. Но вы понимаете, что здесь вы вот это решение принимаете, оно влияет не только на вас, да, поэтому и влюбленная карта здесь у вас выпадает. Но при этом, да, паж кубков — это хорошее какое-то сообщение и хорошее предложение, которое вам выпадает или предлагается, собственно, в этот период, за эти 2 недели ближайшие. Тут же страшный суд. Карта рыцарь жезлов, много огненной и водной стихии, может быть, общение с огненным и водным знаком, да, может быть, или лев, овен, стрелец, может быть, раки, рыбы, скорпионы.
Здесь может быть опять-таки страшный суд — это принятие решения, что-то меняется, вот прям с ног на голову переворачивается у вас. Это какой-то осознанный выбор, который вы делаете, и делаете его очень быстро, потому что есть 8 жезлов, есть рыцарь жезлов, он быстрый, спонтанный, импульсивный, такой очень эмоциональный, да. Это может быть спонтанное решение там пожениться, вступить в брак или переехать куда-то, с кем-то съехаться. Я уже об этом говорила. Может быть, кто-то в вашу жизнь возвращается, поэтому страшный суд — это как возвращение или возрождение чего-то в вашу жизнь, того, что было утеряно или забыто, или каким-то образом от вас дистанцировалось, да, то есть этого не было, тут возвращение. Страшный суд тоже может говорить о появлении снова чего-то, страшный суд. Ну, в любом случае, рыцарь жезлов здесь показывает очень много пылкости, энтузиазма, который с этим событием, соответственно, связаны. Здесь очень много кармической энергии со страшным судом и важных решений много. То есть ваше решение двигаться дальше, ваше решение двигаться по этому пути, который вы здесь выбираете, и который будет совместный с какой-то вашей там парой, вашими отношениями, которые для вас будут особенно важны. Может быть, возрождение отношений, может быть, вы с кем-то расставались, и здесь будет возможность этого человека вернуть. Может быть такой момент. Для кого-то переезд, смена жительства, которая будет знаменовать новое начало, новую главу жизни, новый этап, соответственно, для вас здесь. И тут же, кстати, еще 2 кубков. То есть тоже пара, да, опять пара, взаимоотношения в паре. Здесь вот они за закрытой дверью все вместе обнимаются и радуются чему-то. Здесь вот пара влюбленная, здесь 2 кубков, обмениваются подарками. И тут дети, правда, изображены, но это такая карта, она может говорить в целом про родство душ. Да? Здесь, да, это 2 кубков. 3 кубков. Тоже друзья, да, может быть, или общение позитивное, успешное, радостное, в конце концов. То есть есть какая-то значимая для вас взаимосвязь, очень глубокая духовная связь, кармическая связь, страшный суд, которая может быть. У вас есть возможность здесь, знаете, возможно, для некоторых из вас это как возможность по 3 кубков проявить свою социальную энергию, возможно, здесь общаться больше со своими друзьями, родственниками, а здесь больше, может быть, что-то отмечать, куда-то ездить с ними вместе, проводить больше времени с ними, поддерживать в целом очень хорошие отношения. Может быть, у кого-то здесь дружеские отношения, платонические отношения переходят на новый уровень. Знаете, когда вы с кем-то долгое время общаетесь, но не встречаетесь, тут принимаете решение встречаться, допустим, тоже такой вариант может быть. То есть что-то вот так вот может поменяться здесь. В любом случае очень важно для вас будет именно отношения в паре, и для вас это будет каким-то важным, как по страшному суду, переворотным, важным событием вот именно в этот период времени, и произойдет быстро. 8 жезлов очень спонтанно, очень стремительно, очень быстро. Не знаю, как это еще вот сказать. Да? В любом случае. Может быть, для вас это будет как скрытым чем-то, как новостью, секретом. Раз и неожиданно верховная жрица, то есть от вас это было скрыто, и тут вдруг это событие происходит, и для вас это будет какая-то как вот, неожиданная новость, неожиданное событие. Так, давайте посмотрим. Еще карта туза пентаклей выпадает под верховной жрицей, соответственно, и 8 кубков. Перемена, 8 кубков, перемена. Возможно, с этой 8 кубков неуверенность, потому что события меняются очень быстро. 8 жезлов чересчур стремительно и быстро, и кардинально что-то меняют. И по 8 кубков вы можете испытывать нерешительность из-за этого. Опять-таки я говорила, что если события очень стремительны, прислушиваться к своей интуиции. Если нужно принимать решение, то исходя из этого принимать решение. То есть прислушиваться к себе, к своему внутреннему голосу. Если вам кажется, что чересчур все динамично, то есть сделать шаг назад, приостановиться, замедлиться и принять решение, которое будет вам казаться наиболее правильным, наиболее
подходящим для вас, возможно, так. И по тузу пентаклей это будет действительно каким-то важным для вас, серьезным, каким-то важным началом, и ощущение будет большей стабильности, большего управления, что ли, своей жизнью по тузу пентаклей, большей независимости, успешности с тузом пентаклей, как будто вот она держит ключи от дома, от своей жизни, в конце концов, да, то есть вот этот смысл жизни вы понимаете, ощущаете, и по тузу пентаклей у вас может быть здесь как новая возможность или новый период, который вы начинаете, очень хороший потенциал имеющий для развития, для вашей стабильности. Да, может, кстати, опять-таки указывать на смену места жительства или, ну, как позитивное новое начало, такое укорененное, стабильное, которое у вас здесь начинается, связано оно с этими переменами. Потому что что-то уже вот остается позади, что-то, может быть, исчерпало себя, или просто вы понимаете, что по 8 кубков, если вы куда-то едете, то нужно уйти от одного места, да, куда-то поехать, переехать, и поэтому 8 кубков. То есть перемены, да, они всегда связаны с тем, что вы испытываете определенную неуверенность, какие-то переживания здесь могут присутствовать, но они не какие-то значительные, в конце концов. Давайте посмотрим, еще есть тройка пентаклей, двойка пентаклей, десятка пентаклей, одни пентакли. Пентакли, пентакли, двойка пентаклей, тройка пентаклей, совместная с кем-то работа, двойка пентаклей тоже выбор, по сути, который у вас может здесь быть, то есть необходимость выбирать, принимать решения. И опять-таки прислушиваться к своей интуиции, если нужно принимать решение, делать выбор, а вы не знаете, как лучше, то здесь лучше, конечно же, вот, да, прислушиваться к своему внутреннему голосу, либо к человеку, который, возможно, здесь может вам дельный совет дать. Возможно, вам не нужно самостоятельно какую-то работу делать. Может быть, требуется помощь или участие других людей. Не стесняйтесь просить о помощи здесь. И да, опять-таки, карта стабильности по десятке пентаклей. То есть какое бы решение вы ни приняли, какие бы действия вы здесь не сделали, вы делаете это все с учетом долгосрочной такой перспективы. То есть каждое ваше решение, каждый выбор, действия, они совершаются с учетом вот этого вашего стабильного будущего. То есть вы думаете о том, а способствует ли это долгосрочной вашей безопасности и стабильности. То есть действительно ли это позволяет вам добиваться в чем-то успеха, то есть, да, и процветания. То есть любое решение, любой выбор, который вы делаете, любые перемены, которые здесь осуществляются, или возможность там, я уже говорила, с кем-то съехаться, замуж выйти, жениться, вот они связаны с тем, а смогу ли я дальше там совместный быт строить, или по десятке пентаклей там дом построить, детей завести вот с этим человеком. То есть здесь вот прям вот такие здесь мысли о долгосрочной перспективе могут быть. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для стрельцов, причем такой очень позитивный, я бы сказала, прогноз, мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя, берегите своих близких. Обязательно пишите ваши комментарии, оставляйте отзывы, лайки под видео, если вам нравится. И не забудьте подписаться, если расклад вам нравится и вы не хотите в дальнейшем пропустить мои расклады на месяц, на полмесяца, как я этот видео выложила расклад, или недельные расклады я также делаю. Чтобы не пропустить их, подписывайтесь. Буду очень и очень рада новым зрителям, новым подписчикам. На этом с вами прощаюсь. Всем всего самого хорошего и до скорого.